До любого понимания есть то, что мы знаем как восприятие, как внимание, просто внимание существующее. До слов, до понимания есть пространство такое, оно неподвижно. В нем ты теряешь себя, в нем есть только восприятие, внимание. Сначала в нем есть внимающий. Когда ты оказался до слов, ты все еще внимающий, находящийся вот в этом пространстве без слов. Да, вот есть такое. Да. Вот так оставайся. Созерцающим пространство вне слов, то есть пребывающим в этом пространстве вне слов. Такое состояние называют «я есть». Вот «я есть». Ты знаешь, что ты есть, но ты как бы вот некое знание, некий знающий. И вот глубже и глубже будь этим знанием, будь этим знающим, самим знанием, глубже и глубже в него, больше и больше, дольше и глубже. В этого знающего погружайся. В само это ощущение «я есть». Оно бездонно. В конце концов, знание, что «я есть», исчезает. Остается только сама естность, которая не знает ничего ни о чем. Но является всем и знает все. О чем-то оно не знает, оно знает это. То есть, когда ты пробуешь что-то, ты можешь говорить о вкусах. Но когда есть сам вот этот вкус, то слов нет. Вот когда ты откусываешь, скажем, грушу, есть вкус, и только потом появляется слово. И когда появляется слово, рассуждение, уже вкус для тебя исчезает. Дело в том, что жизнь и суждение о ней, и мышление не существуют одновременно. Либо ты мысль, либо ты жизнь. Почему так? Либо ты спишь, либо ты не спишь. А может ли быть одновременно и мысль, и жизнь? Да, это называют... А? Шизофрения. Нет, это... Знаешь, как вот человек просыпается, он просыпается ото сна, он бы мог бодрствовать. Но этот вид бодрствования по факту является продолжением сновидений. То есть ты открыл глаза, но вместо того, чтобы видеть и смотреть, созерцать, ты видишь свои мысли о том, чего здесь нет сейчас. Ты видишь офис, ты видишь улицу, как ты там что-то к машине, сейчас что там у тебя с машиной, что там, и ты идешь на кухню, завариваешь кофе, разговариваешь по телефону, киваешь головой жене, еще что-то делаешь, тысячи дел. Ты не находишься здесь ни в одном из ощущений, они все на автомате происходят. Ты живешь в другом мире, там просматриваешь документы, да, там можно вычеркнуть это, да, позвони. То есть ты там находишься, и потом ты садишься есть, завтракать. Но ты там находишься, а завтрак здесь. Фактически ты видишь сны. Тело бодрствует, и ты спишь. Но если ты здесь возвращаешься во вкусы, возвращаешься в действие, то прекращаются эти сновидения. А одновременно не бывает. А как тогда звонить и вычеркивать? Ну, тут ты для себя просто определяешься, что для тебя важнее. Жить или пытаться жить. Социальная работа, она ведь связана полностью с тем, чтобы вот как раз Да, погружены в это сновидение. Да, но она не требует такого образа жизни, такого темпа, такой занятости, которую мы даем ей, да, придаем всему этому. Дела многие решаются легче и быстрее, и без размышления о них решения принимаются. И не требуют столь длительного участия в процессе
принятия решений каких-либо. Даже если у тебя свой бизнес. Но если твой бизнес поставлен так, что это требует всего твоего времени, Часто такие есть. да, если ты при этом не ощущаешь, что это целостно, что это счастье для тебя, то тогда ты либо оставишь этот бизнес, либо он у тебя изменится, либо что-то. Если для тебя важно вот ощущение жизни и счастья, скорее всего, бизнес изменится, будет вестись по-другому. Потому что многие шаги, которые мы предпринимаем, они излишни в бизнесе. Мы очень много бьемся там, где не нужно ничего делать. Есть другие дела, которые принесут больше прибыли и легче делаются. Если какое-то дело требует от тебя много усилий, если оно требует изменять себя, то это нужно ли это тебе? Я не говорю бросать бизнес. Он может измениться, когда ты делаешь шаг к себе. Совсем не обязательно эти разговоры во время завтрака или во время обеда. Я занимался бизнесом, я знаю, что это не обязательно. Все здесь. Но потом возникает такой момент, когда нужно или думать и погружаться в бизнес, или не думать и осознавать. Да, когда ты в офисе, нужно погружаться в бизнес и думать, принимать решения. Но размышления при этом не нужны. Для того, чтобы принимать решения, не нужны размышления. Работа интеллекта и размышления — это разные вещи. Ты можешь читать документы, и решение внезапно появляется. Но когда ты читаешь документ и при этом размышляешь, это другое. Это то, как обычно живет человек. Он не читает просто документы. И вдруг появляется решение, что вот эти условия договора не подходят. И маркером их убирает. Нет, человек по-другому читает. Он читает и размышляет. Он читает и воображает. Он не видит напрямую. Это очень разный подход. Ты можешь читать, и при этом абсолютная расслабленность, присутствие никуда не девается, твои глаза бегут по строчкам, ты увидел то, что не подходит. Тебе не нужно понимать, почему не подходит, ты просто зачеркиваешь это маркером и все. Что вот это значит видеть напрямую? Ну, да. Вот я с одним мужиком разговаривал. Это называют в простонародье, это интуиция называется. Или в русском языке разум называется. Надо тело свое слушать. Нет, это не относится к телу. Третий глаз. А что такое третий глаз? Это пятое ухо. Пятое ухо. Мы же просто не знаем, что в действительности называют третьим глазом. Мы не знаем, это некая концепция, некая идея. Что в древности называли третьим глазом? Вы думаете, вот это вот там какую-то железу, которую ученые нашли в голове? Нет. Место, через которое духи какие-то невидимые просто. Это состояние. Место, через которое духи выходят. Японская Что назвали? звука нет. Нет. И не важно, что называли третьим глазом. В любом случае нет. Единственное, откуда рождается нужное для тебя решение, это осознанность.
Это твое бытие, это твое присутствие. Оттуда истекает верное решение, и только из этого истекает верное решение. И только из этого истекает решение, в котором нет сомнений. Будь тем, что ты есть, и в твоей работе будет происходить так. Ты не задумываешься. Звонит человек, ты говоришь ему «нет», не задумывайся. Нужно, ты попытаешься найти причины, объяснить, почему ты сказал «нет». Если в этом нет необходимости, просто нет. По непонятным причинам ты соглашаешься, ты говоришь «хорошо, сделаем». Тебе не нужно размышлять, тебе не нужно сопоставлять.